Анна, и я расскажу вам о лучших способах изучения иностранного языка. Намасте! Полезную информацию можно получить отовсюду, поэтому можно обойтись без репетиторов и лишних трат. Просто берите ситуацию в свои руки. Купите хороший словарь с транскрипцией и переводом, разговорник или учебник, и любую книгу из серии Bilingual текст. Понадобится усидчивость, целеустремленность и интернет. You must have strong motivation and interest. Каждый день новые слова. Это правило. Их произношение проверяем в Яндекс переводчик, Google переводчик, промпт переводчик. Приведу вам пример, как надо изучать. Довольно интересное и распространенное слово relatively переводится как относительно, сравнительно. Смотрите, как можно построить с ним предложение и словосочетание. I just played football with my friends and we won. It was relatively easy. Я только что играла с друзьями в футбол, и мы выиграли. Это было относительно просто. Словосочетание. Relatively high – относительно высоко. Relatively safe – относительно безопасно. In a relatively short period – за относительно короткий период. В таком духе нужно запоминать. I want to tell you a little story. Предисловие, так сказать. I'm lucky. Мне повезло. В детстве до школы моя мама учила меня английскому языку. In my childhood before school, my mother taught me English. Мы учились по учебнику Валентина с пультом. Он очень старый, и у него даже пожелтевшие странички. Мама задавала мне сделать перевод какого-нибудь текста, и я старалась, я переводила со словарем, все подписывала. У меня весь учебник в таких карандашных подписях. Здесь были веселые истории про мальчика Джимми the Carrot и про его семью. Также здесь описывались его приключения, путешествия и проделки. И было довольно интересно читать, и в конце мама проверяла мой перевод, и мы вместе что-то выписывали в тетрадочку. Так проходили наши занятия. Еще мы очень любили читать сказки. Вот у меня есть такая книжечка «Задание для домашнего чтения. Английский язык». И начинаются здесь тексты для начального уровня, первая часть, потом вторая часть для более продвинутого, и третья часть уже здесь более сложные слова, это уже для совсем продвинутых. Мы здесь переводили вот так. Здесь очень удобно, что есть слова для справки, то есть английские слова с русским переводом. И есть вопросы, задания с вопросами, и на них мы тоже отвечали. То есть такая тренировочная книжечка, очень хорошая. И еще у нас была книжечка по грамматике, в таком виде, автора Ушакова. Это как бы грамматический справочник. Даже сейчас я могу заглянуть и что-то новое для себя вычитать, что-то выписать. Еще есть такая вот книжечка по грамматике английского языка, автор Барашкова. Продолжу свой рассказ. Our classes were fun and interesting, so English was easy for me. Наши занятия были веселыми и интересными, так что английский мне дался легко. Now I continue to study it myself, as you can progress endlessly. Сейчас я продолжаю изучать английский самостоятельно, так как можно совершенствоваться бесконечно. Knowledge is boundless. Изучение английского позволяет самовыражаться. Если превратить
превратить учебу в интересное и веселое времяпровождение, то можно наслаждаться свободой мысли. Важно, чтобы никто и ничто не давило на сознание. Избегайте рутины, пусть учеба превратится в удовольствие. Важным шагом для этого может стать общение с носителями языка. Прикольно найти друзей на всех континентах. Можно узнавать у них, какая погода в Лондоне, какой парк более интересный во Франции, в Париже, где лучше купить сладости в Бельгии, как подростки подрабатывают в Канаде. Find the native speaker to improve communication skills. Найдите носителя языка для улучшения навыков общения. Can you hear me now? She tried to teach us some words, some grammar rules, something else, but nothing really helpful. And in my case, I prefer to talk to increase my vocabulary, and in school we usually just make tasks, make control works, and reading something simple. Yes. Пойти. Магазин. What does пойти mean? Like go? That's one thing that is confusing about Russian. They have too many words for go. Page 73 of the first book. It's quite easy, but I have forgotten lots of it, so Okay, I will just read the whole sentence. Чей это дом? Whose house is this? But I don't know. Yeah. Or what the? Oh, I see what they did there. I will say this very big word right here. Хрустящие хлебцы. I really want to get one of those. Matroshki.
неспроста и не случайно. Можно поставить цель каждый день встречать новые английские слова. Например, среди обычных дел остановиться и подумать, а как это будет по-английски? Заглянуть в словарь или в онлайн-переводчик. Точка. Новые английские слова могут подстерегать вас даже в ванной, на флаконах шампуней или на креме для лица. Очень круто, что во всеми любимом инстаграме много пабликов для изучения языка с картинками. All English with quotes, English bigger, English in, words English, English cards, lazy English. Все новые слова, с которыми вы знакомитесь, записывайте в тетрадочку, применяйте в жизни и периодически пролистывайте тетрадочку. Очень полезно смотреть фильмы, сериалы, интервью на английском с субтитрами. Сейчас я смотрю 100 на английском и также смотрю иногда фильмы. Из интервью мне очень нравится смотреть Натали Портман, Милу Кунис, Дейзи Ридли. Это та, что сыграла Джедари. Кого еще люблю? Милу Йович. Рекомендую читать что-то не сильно сложное на английском. Например, Dandelion Vine, it is Ray Bradbury, fantastic author, but the book more about nature, adventures, childhood, and miracles that we can notice every day. So, читается очень легко, и как я ее читаю, я читаю отрывок на русском, а потом на английском в электронном варианте. Еще у меня есть такая прекрасная книжечка, которую я приобрела совсем недавно в Учите. Называется «Агата Кристи. Рассказы английский». Эта книжка полностью на английском, и тексты здесь я перевожу самостоятельно, подписываю что-нибудь понятным карандашиком, мелким шрифтом, чтобы было понятно только мне. Вот. И вообще, конечно, когда читаешь, очень большой прогресс прям ощущается. Те, кто не знает английский, могут смело брать детские книжки и разговорники. Еще хотела вам рассказать о вот этой очень интересной и увесистой книжечке. Это как раз та самая книжка Bilingual из серии Bilingual. Что это значит? Это значит, что это книжка с параллельным переводом. В данной книге есть текст на английском, потом транскрипция очень понятная, и затем русский перевод. И очень хорошо текст синхронизирован, и каждое предложение параллельно другому предложению на английском. В этой книжке я читала «Трое в лодке, не считая собаки», автора Джером Джером. Произведение, как вы знаете, очень веселое. Я могу вам посоветовать почитать топики на английском. Что могу сказать? Топики развивают английскую мысль в вашей голове, то есть они делают ее быстрой, точной, и с помощью топиков вы можете довольно легко и удобно освоить грамматику. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Для изучения английского нужно совсем немного. So one more fashionable way to learn English is singing your favorite songs. Have you already tried that?
like those years, sick of all the instances. I'm gonna give all my secrets away this time. Don't need another perfect line. Don't have to just never jump in line. I'm gonna give all my secrets away. Something that we like those years, sick of all the instances. I'm gonna give all my secrets away. Надеюсь, вы найдете гармонию в изучении английского и маленькими шагами сможете достичь уровня джедаев английского. I hope that you will find a harmony in learning English, and in small steps you will be able to reach the